Зачем Илон Маск купил Твиттер? Оставаться на плаву в медийном плане это стоит дороже любых денег. А есть обратная сторона, есть рептилоиды, вот Цукерберг, который вообще не производит впечатление живого человека. Маск с Канье Уэстом — это народные герои, это вот настоящие звезды. Привет, это Радио Аня. Мы 3-й сезон говорим о взрослении. В этом сезоне мы говорим про утраты. И с нами сегодня Катя Колпинец, культуролог, колумнист огромного количества всех современных медиа, которых я нашла вообще, преподаватель в Высшей школе экономики и автор книги «Формула грез». А почему вообще социальные сети? Как вы выбрали их объектом своего исследования в 2014 году? В 2014 году очень популярна была культура пабликов ВКонтакте. Еще не было такого взрыва Инстаграм-блогов. Еще, по большому счету, не было взрыва YouTube-блогов, хотя уже были крупнейшие каналы типа This is хорошо или Bad Но были паблики. Паблики были таким культурным феноменом. И о них очень много кто писал тогда, в том числе там, авторы популярных пабликов, могли ощущать себя такими интернет-знаменитостями, интернет-звездами. В том числе они писали тоже для всяких модных медиа. О них много кто писал. И вот тогда меня эта тема заинтересовала. Те зачатки культуры, да, интернет-знаменитостей, там, то, по какому пути пойдут социальные сети, в том числе и в России, они были видны уже тогда. Меня это тогда заинтересовало. Работа со своей онлайн-персоной, со своим образом, как это все повязано с алгоритмами, с тем, что мы видим, что у нас поднимается в выдаче на том же Ютьюбе или ВКонтакте там, или в Фейсбуке. То есть тогда только-только вышла эта книга Элли Паллизера «За стеной фильтров», которая на самом деле называется «The Filter Bubble» на английском языке. На русский язык перевели как «За стеной фильтров». Он одним из первых вообще поставил эту тему, проблематизировал алгоритмов и то, как они формируют там, общественное мнение, там, и индивидуальные какие-то политические взгляды. Прошло там 10 лет, и до сих пор эта метафора пузыря фильтров, она используется людьми. Ничего нового не было придумано так и до сих пор, хотя алгоритмы многократно усложнились. Ну и тогда же, да, примерно тогда же меня начал интересовать Инстаграм, хотя у него не было всего того функционала, что у него есть сейчас. Мне было очень любопытно наблюдать, каким путям он движется, как там возникают свои собственные знаменитости. Катя, спасибо большое, что ты дала этот контекст, потому что, мне кажется, на него очень клево как раз ложится та тема, с которой мы к тебе пришли. Весь сезон будем говорить про утраты. Мы для тебя сформулировали тему «Утрата человеческого лица». Хотелось как раз с тобой поговорить. Как ты думаешь, теряется ли что-то человеческое в социальных сетях и в том инфопотоке, в котором нам приходится существовать, а кто-то его, напротив, даже заводит? Можно сейчас наблюдать кейсы, связанные, например, с текущей повесткой, где журналисты, занимающиеся пропагандой, говорят какие-то страшные вещи, что даже свои же их начинают канцелить, и они потом публично извиняются. Ощущение, что как будто бы что-то чуть-чуть теряется, когда ты начинаешь себя бесконечно репрезентовывать через экран. Так ли это? Или у тебя, может быть, какое-то другое видение, и, может быть, наоборот, что-то приобретается? Я это вижу гораздо более разноплановое и разностороннее. Это не выбор между утратой человеческого лица и его приобретением. Скорее, это очень интересное проникновение когда технологий, да, и, собственно, того, что мы называем человеческим. Потому что в мире, где корпорации, бренды ведут себя как люди пытаются вести себя как какие-то цифровые системы, как алгоритмы, быть похожими на роботов и так далее. Это первый момент. Второй момент, несмотря на штамп и шаблон, который царит в социальных сетях, и это касается не только Инстаграма, которому по большей части посвящена моя книга, это касается Ютьюба, например. Особенно это хорошо видно на американском Ютьюбе. В отличие от российского, очень хорошо видна эта поляризация политическая, да, консервативная против либеральной повестки, альтрайтовская против левой, или Reddit тот же. Очень хорошо видно, да, то есть как происходит эта поляризация и как люди вынуждены прибегать к штампам, в том числе пропагандистским, очень кондовым, чтобы донести до аудитории предполагаемой какую-то точку зрения. Почему этим не гнушаются даже порядочные люди, профессоры университетов? Недавно читала
прекрасную статью про Докинза, про его путь публичные интеллектуалы и какие вот риторические приемы, ходы, выступления в медиа, как это все должно быть простроено, чтобы попасть в свою вот эту аудиторию, чтобы набрать этот медийный вес. В Инстаграме этот штамп хорошо, просто он нагляднее виден, да, в Твиттере тоже это есть. Есть это в Фейсбуке, да. С другой стороны, если вы посмотрите на те же социальные сети, где люди вынуждены подстраиваться под алгоритмы, под роботов, там, даже что-то перенимать от них. В этих социальных сетях все пронизано аффектом, все пронизано вот этими крайними проявлениями эмоций. Да. Это продолжает работать до сих пор. То есть это было разоблачено, осмеяно там, множеством людей. Тем не менее, это продолжает работать. Поэтому говорить, что есть там утрата какого-то лица, скорее люди балансируют на вот этих гранях жесткого расчета, попадание в некие алгоритмы выдачи, попадание в некие пузыри фильтров, где обсуждается определенная тема или политический там, движ, или еще что-то актуальное, там, тренд какой-то. И при этом это очень расчетливые должны быть действия, и при этом все это обернуто в такую эмоциональную оболочку. И это во всем наблюдается. Там, если вы посмотрите там, лекции там, кого-нибудь Джордана Питерсона, да, или вы посмотрите там, последний альбом Моргенштерна, где он там рефлексирует про свою там, жизнь последних 2 лет, там, плачется о своем разводе. Все примерно одни и те же приемы используют. Там, тот же упомянутый вами человек из пропаганды, да, то есть там все равно тоже давится слеза, какой-то дьявольский хохот, там, прочие там, выплески, эмоциональные всплески. Поэтому здесь нет такого четкого противопоставления. Люди очень гибкими должны быть. Они не могут выбрать одну стратегию и придерживаться ее до конца своих дней. И вынуждены балансировать и лавировать между очень-очень быстро меняющимися этими условиями. При этом делать это убедительно, да, потому что нет ничего более ужасного, пугающего, если вас обвинят в фальши. Сейчас, при том, что вот этот вопрос фейков, им озабочены все, начиная там от фанатов рэпера и заканчивая Путиным, который сказал 21 сентября тоже в своей речи про фейки. Поэтому у всех такая боязнь, фобия, что их обвинят в неискренности. Поэтому это скорее такие многосоставные, многоступенчатые формы существования. Ну, то есть, получается, все-таки здесь реализуется полноценно шекспировское весь мир театра, а мы в нем актеры. Да, абсолютно так, потому что была исследовательница, которая предложила термин постмодернизм. Постмодернистская сама вот эта концепция культурная, она себя исчерпала уже в 90-е годы. И одной из замен этому слову громоздкому постмодернизм было слово перформативизм. И перформативность – это вообще, наверное, самая интересная вещь в социальных сетях, которая до сих пор существует, потому что она появилась еще до Web 2.0, там, во времена первых веб-камер в конце 90-х годов, о чем писали там множество исследователей, включая там Терезу Сент, которую я постоянно цитирую, автор книги Cam Girls про первых веб-кам-блогеров. Вот сама вот эта перформативность, этот аспект перформативный, который невозможно свести к чему-то одному или какому-то ограниченному набору практик, это самое, наверное, интересное, на мой взгляд, то, что есть в социальных сетях сейчас. Это уже не та перформативность в плане театральности или театра, который писала там Эрика Фишер-Лихта и там исследователи театра. Это гораздо шире и сложнее и многоплановее вещь, явление, скажем, чем сведение к исполнительскому, например, мастерству, да, или сведение к каким-то там метафорам социальной игры, там, да, социального исполнения в гофмановском плане. Это очень интересно, на самом деле, как это устроено, и в любом случае любой исследователь, даже там, который пытается максимально объективно на это посмотреть, он будет видеть только часть этой картинки, часть этого процесса, и, собственно, может только часть и описать, а не пытаться описать всю эту культуру в целом, целиком, потому что она и не представляет собой чего-то целого. А не кажется, что в этом даже будто есть какая-то ритуальность? Тут на днях с подружкой, продюсером документального кино обсуждали. Она нашла очень интересного пластического хирурга в Иране, который штампует одинаковых женщин. А это не только в Иране есть, это в России такие люди тоже. Ну, это понятно, но просто в иранском контексте это смотрится особо как бы чужеродно, да, и это действительно как будто какая-то секта
про женщин, которые посмотрели в рекомендованное в Инстаграме, увидели Ким Кардашьян и сказали: я так буду счастливой. И там, бешеное количество как раз-таки фотографий этих переделанных восточных женщин в какой-то абсолютно американский стандарт. И как раз почему, потеря человеческого лица в том числе, потому что как будто же огромное количество людей в том числе подстраиваются, да, и выполняют определенный набор действий, чтобы попасть в этот тренд. Да, этому посвящена первая глава моей книги, как раз тому, что ты сейчас сказала про пластическую хирургию, что есть как минимум 6 лет существует термин Instagrammable face, абсолютно определенное лицо, да, это там смесь Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и условно там Беллы Хадид. Это давно существует, и это не локализовано в Иране или в России. Это мировая такая практика на самом деле. Там есть мексиканцы, да, есть инстаграмное тело также, да, это там песочные часы. Есть люди, которые умерли на столах подпольных пластических хирургов в Мексике, там в Дагестане. Об этом я тоже написала. Это желание или там попытка, скорее, попасть в некий алгоритм, в некий идеал, который сформулирован социальными сетями. Причем это не только Инстаграм, даже ТикТок, который проповедует diversity, проповедует принятие себя, так называемое, там тоже попадают в ленту выдачи. Об этом был прекрасный текст в The Vox. В ленту выдачи попадают белые, конвенционально красивые молодые женщины, а не кто-то другой. Но, во всяком случае, в 2020 году так было. Сами алгоритмы вас подталкивают к тому, чтобы выглядеть определенным образом. Второй момент. Сама культура интернет-знаменитостей, там, социальных сетей, она достаточно мизогинна и очень сексистская до сих пор. Был знаменит перформанс художницы Амалии Ульман, где она перевоплощалась в такую стандартизированную инстаблогершу, которая писала про йогу, wellness, там, потом фотографировалась с пачками денег, там, пережила расставание со своим там бойфрендом, живя в Лос-Анджелесе. Потом она села на вещества, потом она там, через йогу опять исцелилась и так далее. И вот все это как бы было выдумано от начала до конца. Под 90 тысяч подписчиков ей удалось набрать на этом. И она прекрасно проиллюстрировала, это был 2014 год, к слову, то есть еще на заре всего этого, что для того, чтобы выглядеть правдоподобно и убедительно, не обязательно, чтобы это соответствовало действительности. А во-вторых, насколько стереотипные и шаблонно готовые люди воспринимают вообще женщину, ее проявление в соцсетях. Какой они готовы видеть женщину, которая претендует на популярность, например, что она должна выглядеть определенным образом, должна делать определенные вещи, не выходить за их рамки. И тексты, конечно же, вот подписи к этим фотографиям в Инстаграме у него были там из разряда цитат умных людей, там «не грусти, что это прошло, улыбнись тому, что это было» и так далее и тому подобное. Третий еще слой, как бы связанный с первыми двумя, это, конечно, капиталистические все вот эти нарративы, даже не капиталистические, неолиберальные, хотя это слово тоже очень затаскано сейчас, что вам нужно конкурировать, вам нужно быть конкурентоспособным. И в социальных сетях, где все уплощается, да, где все делается плоским, одномерным, это виднее всего. Вам нужно соответствовать какому-то шаблону, образу, картинке, созданной не вами, которая была до вас уже придумана кем-то, популяризирована, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы получать те же контракты, получать рекламу, одобрение и тому подобное. Я как коуч, я работаю коучем, сталкиваюсь с тем, что большое количество моих клиентов проходит путь трудоустройства в других странах. И это люди, которые очень нуждаются в информации и компетентной поддержке. И поэтому, когда мы познакомились с вами, с CareerSpace, я была супер рада, что есть сервис, который отвечает этим запросам, которым я могу им предложить, подсказать им, что такое существует. Мы сегодня поговорим с Ариной Хромовым, она сооснователь компании CareerSpace, об их продуктах, которые они запустили специально для тех, кто находится в ситуации, когда надо экстренно менять свою карьерную траекторию в другой стране. И первое, о чем мне хочется тебя спросить, есть ли ситуации, когда человеку за рубежом нельзя помочь с поиском работы? Есть ли какие-то типа супер обязательные условия для того, чтобы двинуться на новые рынки? Мы часто чувствуем себя в сервисе врачами. К нам приходит человек, говорит, у меня болит нога, но я типа вообще не знаю, от чего она болит. Потом в процессе выясняется, не знаю, что он там прыгал последние 10 лет, ну, условно, я утрирую, там, исключительно на правой ноге по 3 часа в день там, с утра. Сейчас переведу аналогию на ситуации с карьерой. Приходит человек, и он, допустим, там 10 лет работает
работал юристом исключительно на российском рынке, исключительно с российскими компаниями. И исключительно ситуация 24 февраля, вот что-то ему в голову взбрело. Вот теперь, вот спустя 10 лет непрерывной работы на российском рынке, я хочу работать в Нидерландах юристом. И как бы вот в такой ситуации мы, скорее всего, помочь не сможем. К нам приходят люди, они задают вопросы. Иногда их вопросы абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Я хочу работать юристом на рынке, на котором я никогда юристом не работал. Мы говорим: чувак, так не получится, потому-то, потому-то, потому-то. И дальше даем варианты, типа, как можно сделать. То есть, например, ты можешь потратить ближайшие несколько лет своей жизни для того, чтобы переучиться на новую профессию. Просто не будет. Конкуренция высокая. Это не сделаешь ты за 3 месяца, как тебе говорят онлайн-школы, что ты через 3 месяца будешь, не знаю, разработчиком за 200 тысяч рублей, и любая американская, европейская компания тебя захотят иметь у себя в штате. Так не будет. Но мы можем сделать 1, 2, 3, 4, 5 для того, чтобы через год, 1,5, 2, 3, в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься сейчас, у тебя была возможность релокации. Вообще огромное количество людей, мне кажется, не понимают, насколько релокация сложная история, она безумно сложная. Я не беру в расчет бытовые всякие моменты, я вот говорю только про карьерные истории. То есть поехать в Грузию, Армению, еще куда-то на 3 месяца потусить, поработать на российскую компанию при этом, это не то же самое, что приехать в другую страну и искать там работу. Это вообще другая ситуация. Есть какой-то топ-3 типичных проблем, с которыми сталкивается русскоязычный пользователь, когда выходит на зарубежный рынок? Первая проблема. Международные рынки, они гораздо более высококонкурентны, чем российские. Вообще в российской действительности человек, откликнувшись на 20-30 вакансий и получив 1-2 ответа от рекрутера, считает, что это очень мало, и вообще, все, жизнь закончена. Для того, чтобы найти работу на европейском рынке, где, я хочу напомнить, помимо native спикеров, с которыми вы будете конкурировать, есть еще огромное количество китайцев, которые хотят работать в Европе, есть огромное количество индусов, которые хотят работать в Европе. Не в обиду русскоязычного пользователя, но чаще китайцы, они просто очень много всего штудируют, и поэтому кажется, что они умнее, а индусы, они реально просто более усидчивые. И поэтому, помимо того, что тебе надо конкурировать с кучей людей, которые родились в том же контексте, в Германии, во Франции, еще что-то, они прекрасно знают свой язык, а ты его вообще не знаешь, например, знаешь только английский. Тебе нужно конкурировать еще с огромным количеством людей. Люди откликаются на 20-30 позиций, к ним, очевидно, никто не возвращается с обратной связью, и они такие: все, жизнь закончена. Вот для того, чтобы найти работу на европейском рынке, в среднем, на европейском, на США еще тяжелее, мы сейчас говорим плюс-минус про западный рынок полностью, потому что чаще всего запросы приходят, хочу работать в ЕС. Вот среднее количество времени, которое необходимо для того, чтобы найти там работу, в минимальном, из того, что мы видели, это 6 месяцев, а в среднем это 9-12. И это надо закладывать. Это надо понимать, что ты будешь 200 раз откликаться, в неделю. К тебе не будут возвращаться. Нужно понимать, каким образом правильно откликаться, потому что проблема номер 2. Русскоязычные пользователи на самом деле не очень хорошо откликаются на вакансии. Они ленятся писать сопроводительные письма, не пишут их вообще. Не пишут их нормальным образом под отдельно взятую компанию, с отдельно взятой мотивацией, с описанием конкретных проектов из их профессионального опыта под эту вакансию. Они считают, что это не нужно. Почему так? Потому что, опять же, они привыкли на российском рынке искать работу немножко иначе. В какой-то момент российский рынок стал очень перегрет, особенно, например, на какие-то айтишные профессии. И наши айтишники, привыкшие таким образом искать работу на российском рынке, такие: и там просто отклик закину, как на ХХ. И будет мне счастье, и все, и 200 офферов мне за неделю прилетит. К сожалению, там так больше не работает. Проблема номер 3. Это определенная культура, которая существует на западных рынках, которая подразумевает, что ты должен... твои soft skills это гигиена. То есть без soft skills, в принципе, не будут смотреть на твои hard skills. Без умения нормально вести диалог, без умения завести small talk, без умения улыбаться в нужный момент, а не сидеть с угрюмым лицом, как будто, я не знаю, ты только что очередную сводку новостей в Телеграме прочитал. Без этого всего с тобой просто не будут разговаривать дальше, каким бы замечательным профессионалом ты ни был.
и огромное количество русскоязычных пользователей. Ну, у нас, на мой взгляд, не буду говорить какими-то штампами, да, но есть у нас вот это вот, там, сидят два угрюмых человека на интервью, и угрюмо задают друг другу вопросы. И потом один из них получает оффер. Они такие: о, здорово, все, пошли работать. Но вот там так не работает. Гигиенический фактор soft skills, он намного-намного выше. И, в общем-то, и с первым, и со вторым, и с третьим моментом мы активно помогаем вместе с человеком, составляем план по компаниям, куда ему нужно откликнуться. Смотрим, на какие вакансии он подходит, на какие нет. Помогаем ему писать сопроводительные письма. Мы, кстати, важный момент, мы никогда не пишем сопроводительное письмо за человека, потому что это абсолютно не имеет смысла, если он придет на интервью и дальше не сможет ничего сказать, потому что за него написали все до этого другие люди. Но мы всегда помогаем отредактировать, мы помогаем. То есть фактически, как, не знаю, как, знаешь, вот друзья, которые просто шарят в твоей карьере, да, то есть ты бы вот приходил в бар и говорил: чувак, у меня вот такая проблема, и обычно тебе, там, не знаю, твой друг советует какую-нибудь фигню, да, а вот мы, как твои друзья, только которые шарят, что надо делать. И мы с тобой вот прямо от начала, как ты начинаешь откликаться на вакансию, до твоего выхода, до оффера, проходим весь этот непростой путь, сопровождая тебя на каждом этапе. У меня есть знакомые, которые не первый месяц уже занимаются поиском работы, и у них уже как бы вроде бы переведено резюме, есть своп-вакансии, они сами подобрали, куда хочется подаваться. Как вы можете поддержать человека на этом этапе, когда он уже как-то начал работу, но низкая конверсия по откликам, и человек теряет веру? Есть ли у вас какие-то инструменты, когда прям кажется, что уже пу-пу-пу-пу-пу, ничего не получится? Ну, это, знаешь, тоже история про то, что очень часто то, что человек не видит сам, да, очень хорошо видится со стороны. Самая, наверное, большая наша экспертиза состоит в насмотренности. То есть мы видели огромное количество кейсов, человек приходит, думает, что он уникален, думает, что его вот проблема, с которой он приходит, она вот единственная в этом мире, больше никто с ней никогда не сталкивался. К счастью или к сожалению, это совсем не так. То есть, скорее всего, если человек к нам приходит, у нас уже было 10, 20, 50, 100 кейсов, которые были максимально похожи на то, с чем сталкивается он сейчас. И мы своей насмотренностью, вот нашей экспертизой насмотренности начинаем анализировать, ага, в каком моменте что пошло не так. Хорошо. Смотрим, например, на те вакансии, на которые откликается человек. И вдруг понимаем, что почему он вообще на них откликается-то. То есть у него в резюме написано одно, он откликается вообще на другое. И не понимает, что он откликается на то, под что он вообще не подходит. Или подходит процентов на, там, не знаю, 20-30. Вряд ли с ним будут связываться работодатели. Мы начинаем менять пул компаний, куда надо откликаться. Бывает, человек откликается вроде в нормальные компании, но откликается с сопроводительными письмами абсолютно ужасными, и, скорее всего, никто не читает. Делаем здесь. Бывает так, что человек проходит скрининг, да, то есть вот эти первые этапы отбора, когда вроде как и сопроводительные читают, и на интервью зовут. На интервью что-то идет не так. Мы начинаем разбираться, что на интервью идет не так. Очень классическая ситуация. Он пишет, что у него C1 в резюме английский, а когда дело доходит до реального английского, там в лучшем случае А2. Мы такие пу-пу-пу-пу. Может быть, сначала мы там английский подтянем. Сами мы, конечно, с английским не поможем, но типа у нас, например, есть там партнер, можем куда-то отправить. Или выясняется, что на интервью человек абсолютно не структурно, не системно рассказывает о своем опыте. Он не может привести кейсы, он не может ответить на суперстандартные вопросы на интервью. Есть там, не знаю, 50 стандартных вопросов на интервью, к которым всегда можно подготовиться заранее. И ты как на экзамене приходишь, как подготовленный нормальный человек, отвечаешь на эти вопросы, и все хорошо. Наша насмотренность позволяет нам вычленить, на каком этапе у человека возникает проблема, и решать эту проблему, не заставляя его, там, не знаю, проходить все с самого начала. Вот, как бы ты пришел вот на интервью, окей, если у тебя с этим до этого все было нормально, с откликами сопроводительными, будем работать с интервью. И под каждого человека составляется индивидуальный план, по которому мы следуем. Мы изначально, когда создавали продукт, мы понимали, что звонки — это, с одной стороны, трудоемкое, а с другой стороны, 80% после звонка забывается. Поэтому у нас абсолютно все общение происходит в тексте, и человек всегда может вернуться к тому, что он уже с нами обсудил. Чтобы не писать там сопроводительное письмо заново, посмотри, как оно уже написано. Были какие-то ответы на вопросы, на которые мы уже отвечали. Всегда можно вернуться и всегда можно написать, и не надо ставить время звонка, искать свободный слот. Ты всегда в чате, ты всегда как бы под рукой. И твои друзья, которые шарят в карьере, тоже всегда на связи. Это звучит очень круто. Я, когда смотрела ваш сайт, я видела, что у вас есть курс. То есть есть сопровождение, а есть курс. А для кого лучше подходит курс, а для кого личная консультация? У нас буквально пару дней назад вышел бандл, то есть курс вместе с карьерной поддержкой. Наверное, вот это самая оптимальная история, потому что, курс подходит, грубо говоря, тем, кто хочет всегда иметь у себя под рукой базу знаний. Так, типа, на всякий случай. Вот я, не знаю,
не решил еще, хочу я релоцироваться или не хочу. Вот хочу посмотреть курс и принять решение, типа, а надо мне релоцироваться или нет. И то же самое, кстати, у нас есть курс для тех, кто твердо решил там оставаться на российском рынке. Обзор того, что сейчас происходит, что, скорее всего, будет происходить. Ну, то есть, почему так, почему не иначе. Бандл, то есть вот эта вот группировка, да, связка курса и карьерной поддержки, наверное, дает максимальный эффект, потому что у тебя есть база, к которой ты всегда можешь вернуться в виде курса, что-то самостоятельно пройти в удобное для тебя время, да, потому что у нас поддержка там работает, как подписка помесячно. Вот, вдруг ты там что-то не успеешь сделать. А с другой стороны, у тебя есть всегда люди рядом, которым ты можешь написать и задать дополнительные вопросы или вообще там попросить помочь с каким-то конкретным этапом. Почему мы вообще придумали эту связку? Потому что мы дошли до того, что она работает лучше всего. И что-то вот, что всегда ты можешь по видео посмотреть, не знаю, там в метро, послушать как подкаст, пока в машине едешь, еще что-то. И есть при этом связка, там, не знаю, проверок домашних заданий, люди, которые всегда могут ответить на твои вопросы, ты всегда следуешь плану, который вы наметили. И вот эта связка работает больше всего. Хочется, честно говоря, куда-нибудь релоцироваться по работе. Как будто кто-то есть, кто тебя поддержит, скажет: иди сюда, все получится, все хорошо, сейчас мы тебе расскажем, как оно там, и мы тебя туда проводим. Очень круто, спасибо большое. Насколько я понимаю, да, вообще соцсети же создавались с такой большой миссией дать свободу слова всем, дать возможность высказаться всем, получить каждому платформу для самовыражения и там самопроявления. А в итоге они только больше нас стигматизировали, стандартизировали и вообще загнали в какие-то рамки, что если ты все-таки хочешь быть услышанным, то будь добр, как бы оказывайся именно соответствующим такой картинке и такому тону войсу. Об этом говорили и сами создатели Инстаграма, там, Кевин Систром и Роберт Кригер в 2019 году, когда они оставили руководство компании, что первоначальная цель Инстаграма, и это в том числе написано в книге Сары Фрайер «No Filter. Подлинная история Инстаграма», она переведена на русский язык. Журналистка Bloomberg Сара Фрайер написала эту книгу на основе интервью многочисленных с блогерами и с людьми, которые работали в Инстаграме и продолжали работать на момент выхода книжки, и на своих каких-то наблюдениях. И да, она, когда разговаривала с Систромом и с Кригером, их цель была создать платформу для творчества, для самовыражения. И действительно, креатор, да, слово непереводимое на русский язык, потому что у нас это все как-то очень опошленно. Звучит творческий человек, который занимается очень творчеством, пишет какие-то стихи на стихах, какие-то поделки делает. Нет, они это в широком смысле понимали, то есть первоначально они создавали платформу для обмена мгновенной мобильной фотографией, то что появился первый iPhone с камерой, более-менее приличный, которым можно было делать фотографию. И потом уже через сообщество фотографов, через сообщество дизайнеров это все распространялось далее на моду, на лайфстайл, на стрит-стайл и так далее. То есть действительно, там, в том числе и на животных, чем связаны отдельные жутчайшие истории с эксплуатацией животных. Вопрос масштабирования. Это все признают, начиная там с людей, кто пытается годами вырваться за пределы 400 подписчиков, рассказывая по методам Ильяхов, как писать продающий текст для соцсетей и делать все по шаблону. Фото на фоне Москвы-Сити, там я встал, выпил кофе, фильтр через воронку там и так далее. И заканчивая людьми, которые... как Kanye West, да, которые взяли и просто заблочили Инстаграм. Когда у вас маленькая комьюнити, еще там несколько миллионов или там десятков миллионов пользуются приложением, вы можете что-то творческое, какое-то самовыражение предлагать людям, и они могут обмениваться этим друг с другом. Это действительно происходит по горизонтали. Такой очень утопический идеал горизонтального общения, он может быть реализован. Когда у вас миллиард на платформе, это уже невозможно. Тем более, что вся платформа управляется из одной точки в Пало-Альто, да. И неважно, вы в Иране сидите, вы в Афганистане, в Корее, там, в Лос-Анджелесе, вы все должны быть, любой человек, производящий высказывание, производящий какой-то креатив, он должен ориентироваться на тот свод правил, который был придуман в одном месте. Понятно, что они там тоже пытаются какую-то гибкую политику. Получается достаточно плохо. Это касается также и других всех социальных сетей, в том числе YouTube. Это достаточно тяжело модерировать. Но еще сложнее это, чтобы тренд и некий шаблон, вот этот вот коммерческий императив, не давил все остальное, что есть.
Потому что для меня, например, самым показательным выступает до сих пор главный аккаунт Инстаграма. Он существует чуть ли не с первого дня основания Инстаграма. Там 550, кажется, миллионов подписчиков. Это самый большой аккаунт. Любое diversity или инклюзия, или там прайд, ЛГБТ завернуто в такую удобоваримую форму, понятную для всех, чтобы любой человек из любой точки мира зашел и как бы брал это за ориентир, что это будет следующим трендом, чтобы пытаться, опять же, оседлать эту волну трендов. Вот этот аккаунт, он действительно официальный аккаунт Инстаграма, в самом Инстаграме, задает тренды для очень многих культурных индустрий. Для моды, для дизайна, для фэшн-индустрии, для мейкап-артистов, для людей, которые занимаются активизмом, причем в очень разных странах. И что любопытно, когда весь Твиттер взрывался там в начале марта, что Stay with Ukraine и так далее, красили желто-синие там Empire State Building на этом самом в Лондоне там и так далее, Эйфелеву башню, там не было ни слова об этом до сих пор. То есть любой военный конфликт, и это касается не только текущего конфликта, там неважно, это в Ираке там, или это в Афганистане, ничего не должно попадать туда. Я все ждала, когда там хотя бы сторис появится, там что-то. Вот можете зайти и пролистать просто вот до февраля, вы не увидите ничего там, чтобы хотя бы как-то упоминалось. Нигде этого нет. Потому что нужно быть на позитиве, потому что нужно только думать о хорошем, как нам говорят. Понимаете? Это тоже как бы есть определенный такой как бы мейнстрим. Не только визуальный, и не только коммерческий, да, но и идеологический в том числе. Что должно попадать там, в выдачу, а что не должно попадать. А я правильно понимаю, что, если я правильно вас слышу, что мета задает, грубо говоря, и формирует вот эти основные тренды? Да. Культура ТикТока, например, визуальная, которая сейчас уже поколением Z используется как поисковик, это место, где культура полностью определена алгоритмами. Она становится полностью алгоритмической. То есть то, что попадает в выдачу наверх, то и становится как бы неким культурной доминантой, трендом. В мета очень интересно, в книге Фрайера об этом написано, что 2012 год, это год покупки Фейсбуком Инстаграма, еще пару лет сидел конкретный человек в Сан-Франциско, который вручную отбирал посты, которые попадут в этот аккаунт главный Инстаграма. Это очень интересно. Стрит-фотографии, животные, мода, рукоделия какие-то. И это попадало за счет конкретного человека, определявшего, что будет сегодня там опубликовано. Фрайер связалась с людьми, кто попал вот в этот вот Инстаграм, и они ей сказали, что это чуть ли не Господь Бог поцеловал, там с небес спустился, вот в нас вынес как бы наверх, ни с того, ни с сего. А в ТикТоке это уже алгоритм у вас выносит. Причем никто не знает, что понравится этому алгоритму. Вы должны постоянно экспериментировать и пробовать очень разные ходы, чтобы вас все-таки вас подняли в выдаче. Если культура Инстаграма, она держалась на штампе, а культура Ютьюба на каких-то полярных мнениях, острых обсуждениях, то культура ТикТока, она движима мемом. И в отличие от штампа, например, шаблона, число которых всегда будет ограничено, число мемов, количество вещей, которые могут стать мемом, оно безгранично. То есть любая странная, дикая, страшная вещь, она может стать мемом. Ее может вынести алгоритм и показать вам ни с того, ни с сего. Это интересно. Все-таки в Инстаграме первые годы реальный человек сидел и отбирал, что вы увидите в рекомендованном. То есть, по сути, получается, ТикТок — это наше первое реальное нон-стоп взаимодействие с алгоритмами, с искусственным интеллектом. Да, да. Мне очень интересно, я последние дни об этом думаю, зачем Илон Маск купил Твиттер. Я понимаю, что это конспирологический вопрос, какая большая идея и цель у этого человека. Ну, знаете, я думаю, что они с Канье Уэстом очень похожи, потому что такие главные медийные звезды, не Бейонс, там, да, не рэперы, там, не кто-то. Вот они вдвоем недавно постили в антиглянце Арт Базел, вот это биеннале, выставка современного искусства, и там был объект такой из твитов Канье Уэста, как бы разных лет. Я думаю, что это такое же желание создавать эпатажные инфоповоды. Может, он еще расторгнет сделку или там перепродаст его кому-нибудь. Понимаете, очень трудно сейчас
когда такое происходит в мире, оставаться на плаву в медийном смысле. Вот они с Канье Уэстом остаются. Один там антисемитские какие-то высказывания форсит, да, или там White Lives Matter, да, на показе Balenciaga, чтобы всех порвало сразу. Второй вот такими вещами занимается. Это тоже часть такой публичной стратегии. А есть обратная сторона, есть рептилоиды, вот Цукерберг, который вообще не производит впечатление живого человека. Он больше подозрения вызывает. Не народные герои. Вот Маск с Канье Уэстом — это народные герои. Это вот настоящие звезды, за которыми все вот эмоционально следят. Люди в это вкладываются эмоционально. Это заряжено, опять же, таким вот аффектом сильным. Чтобы любой там человек, неважно, там в Москве, в Нью-Йорке, там где угодно еще, мог прочитать, сказать, вот, да, там, поругать или наоборот, там, сказать, как он восхищается этим поведением эксцентричным. Сейчас, прости, просто я быстро договорю про Маска. Это человек космического мышления, который презентует себя как человек космического мышления. Мы поедем на Марс, завоюем. И когда он покупает Твиттер, я предполагаю, что это попытка игры в Бога вот в этого человека, который, пусть не руками, но сидит и создает эти штампы, которые, собственно, формируют мышление у всех других людей. Потому что, если я правильно тебя услышала, то Инстаграм формирует штампы, которые формируют потом поведение всех популярных блогеров, потому что иначе ты просто не станешь, не попадая в них. А блогеры формируют точки зрения у своих читателей. Ну, то есть кто-то мета в Инстаграме или алгоритмы Твиттера, по сути, управляют тем, как мы думаем. И тут человек покупает себе инструмент, с помощью которого он может формировать мышление. И вот это, мне кажется, какая-то такая большая идея его как глобалиста. Я не думаю, что он претендует на мышление, скорее там формировать мнение и публичный образ. Одно дело, когда Твиттером владел Джек Дорси, который, собственно, его и создал. И это был один тип бренда, да. Другое дело, когда им владеет Илон Маск. Это уже совершенно другое лицо бренда. Он хочет, чтобы у Твиттера было его лицо. Я не думаю, что он там хочет влиять на умы. Это уже происходит, понимаете, опосредованно. Это происходит не за одну секунду. Скорее, что дать продукту свое лицо, что вот теперь лицо Твиттера — это вот его лицо. Твиттер, не знаю, в России он расколот на очень много тусовок. Часть из них политизированная, часть из них истеричная, часть троллинговая, часть просто шутит шутки смешные, не очень. Для многих людей в России Твиттер — это safe space такой. То есть вы можете там поныть, там пожаловаться, кого-то там поругать, там грубо или не очень. Что важно для России? Вы можете делать то, чего вы не можете делать в Инстаграме, например. Чего вы не можете сделать в Фейсбуке, ВКонтакте. Для очень многих людей, у которых просто стоит покерфейс там в Инстаграме, ни одной фотографии, ничего нет. Для них Твиттер часто закрытый. Это такая отдушина, что они могут зайти туда, что-то там написать, бредовое, сиюминутное, смешное, тупое, какое угодно еще, и пойти дальше. Или там за кем-то последить, за какими-то фриками, да. В Америке это реально политизированная платформа. Почему все так возбудились, когда там Трампа забанили? Именно поэтому, потому что вы решаете, да, кому голос давать, а кому не давать, да, кто будет молчать, кого вы заткнете, а кто будет говорить. В плане политической какой-то репрезентации в Америке Твиттер очень важен. В России главное медиа — это Телеграм. Это тоже очень уникальная ситуация, и я думаю, что человек, который напишет книгу про Телеграм, после 24 февраля он выйдет вообще во все топы бестселлеров, продаж века и так далее, потому что была книга Кристины Потупченко, небезызвестной, да, 17-го, кажется, года, про Телеграм-каналы, где было про все эти блоки, там, баны там, за деньги и так далее, вот эти скандалы, которые идут последнего времени, когда вот там вымогают деньги, например, за покупку блоков. Это все было еще в 17-м. Это не так интересно. А вот та политическая ситуация и картина, которая складывается в Телеграме сейчас, где сидят, я не преувеличиваю, все, вот просто все, люди всех возрастов. У нас политический движ весь в Телеграме идет. В Америке это Твиттер. Я думаю, что Маск, да, помимо того, что дать свое лицо продукту, он еще и хочет влиять на политику. Он не хочет влиять на умы, там, да, на какие-то там глубинные там вещи, но он хочет влиять на политическую, даже не на политику, на политическую репрезентацию медийную. Не знаю, как он это будет делать, каким образом, посмотрим. А вот у меня есть другая версия, подслушанная
у кого-то относительно того, почему Маск купил Твиттер. Чувак хочет вернуть свободу слова в соцсети. И, собственно, то, почему он уволил всех менеджеров, потому что они создали как бы такую структуру и такую систему, где как раз-таки выводят там алгоритмы, все дико политизировано, сказать А, Б нельзя. А как бы он, в принципе, своим поведением говорит, показывает то, как он хотел бы экспрессивно, эмоционально иногда высказываться, несмотря на то, какую он высокую популярность имеет. И как раз очень классное здесь сравнение его и то, что мы ставим его на одну ступень с Канье Уэстом, потому что Канье же стебет все эти стигмы, да, вот эту всю леволиберальную повестку, которая тоже стала такой же стигмой, которая точно так же нас там давят, глушат и в какие-то рамки ставят, как и вся консервативная повестка. Они выглядят скорее как два чувака, которые пытаются этот истеблишмент изнутри подорвать. Или это такая очень продуманная стратегия, чтобы его делать вид, что вы его подрываете, потому что так или иначе они часть этого истеблишмента. Это никто не будет отрицать, что они часть американского истеблишмента. Часть которой не стрёмно потерять $2 миллиарда в борьбе за этот истеблишмент. Деньги — это тоже эфемерные, особенно сейчас, во время криптовалют. Деньги — точно эфемерные субстанции. Оставаться на плаву в медийном плане это стоит дороже любых денег. Абсолютно точно могу вам сказать, уверена. Свобода слова, на мой взгляд, это тоже такая популистская вещь. Попытка сыграть вот на этом поле популизма, не знаю, хороша ли она, может быть, она засчитана, потому что, на мой взгляд, это очень такая сомнительная вещь, особенно в Америке, где это слово, демократия, там, да, свобода слова уже тоже потеряла во многом свое вот это первоначальное значение. Я просто в какой-то момент, в самом начале, когда мы начали говорить, провалилась в какую-то свою глубинную травму на тему того, что нельзя быть сложным. На тему того, что ты должен занимать какую-то позицию и никогда не должен ее менять для того, чтобы, не знаю, собирать лайки, быть успешным и так далее. Потому что это все равно некоторый эквивалент какого-то там нашего движения. Потому что мне кажется, что взрослый человек как раз человек, который принимает в себе неоднородности, который разрешает себе ошибаться, и который понимает, что сегодня я думаю так, потому что на меня влияет вот это, завтра появятся новые обстоятельства, я имею право передумать. И мне кажется, что свобода слова — это как раз про разрешение себе быть эмоциональным, быть, не всегда последовательным и не быть приверженцем одной яркой позиции. Одно дело, когда вы для себя принимаете это решение, что вы сегодня думаете так, а завтра иначе. Другое дело, когда у вас есть медийный образ, чем ты популярнее, тем сильнее твой публичный образ, твоя вот эта публичная персона от тебя отдалена. Это вообще абсолютно отдельная сущность, которая функционирует отдельно от тебя, и ты уже не можешь ее контролировать. Ты сказал одно, люди это вырвали из контекста. В чем смысл-то вот этого? Это очень давняя история. Еще вот во времена первых веб-камер уже тогда люди делали скриншот и говорили, что вы занимаетесь секс-работой, да. И могли просто начать его тиражировать по каким-то форумам и так далее. Это очень старая тема. Набирая определенный медийный вес, видимость, сейчас скорее актуальнее слово «видимость» по-английски, visibility, да. Хотя visibility скорее на русский можно перевести громоздко как способность быть видимым. Это про то, что вы уже не контролируете свою публичную персону. Она отдельно от вас существует. Люди начинают что-то выдумывать. В определенном смысле это было и в 19 веке. Вот есть книжка Антуана Лилти, да, «Изобретение знаменитости», про первых литературных звезд, например, про Байрона или про Оскара Уайльда. Создавался миф, да, газетами, прессой, в салонах, что вот есть какой-то человек такой, очень эксцентричный, странный, который делает какие-то дикие вещи. Вы, может, вообще ничего такого не делаете уже давно, но это понесло уже вас под потоком, вашу публичную персону от вас уже отнесло, что-то уже там насочиняли, придумали и так далее. И здесь уже не вопрос вашего выбора, да, что вы выбираете сегодня думать так, а завтра эдак. Вы, можете, для себя так и решили, но если у вас есть публичная персона, и самое поразительное для меня, как для исследователя, что это есть даже у людей, которых 3500 в Инстаграме, у них есть этот образ, инста-образ, и есть они живьем. Они создают что-то, да,
И он начинает набирать, там, как-то раскручиваться. Там. А в жизни человек говорит, я вообще не это имел в виду. Кто его встречает, например, и говорит, вот ты там на пафосе там, или еще какой-то человек говорит, я там вообще не имел в виду. Для чего вы эту публичную персону создаете? Хотите ли вы донести какую-то идею? Или у вас просто тщеславие, амбиции, сверхэго какой-то невероятных размеров? Не вопрос выбора, да, что вы там сегодня один, завтра другой. Вопрос, для чего вы делаете это? И способны ли вы отрефлексировать момент, когда ваша публичная персона от вас полностью отрывается и начинает функционировать отдельно от вас. А это происходит рано или поздно всегда, когда становится популярным человеком. Спасибо за ответ. На самом деле очень интересно, потому что в психологии есть, у юнгинианской особенно, тоже понятие персоны, то есть некоторая психическая форма нас самих, которая соответствует социальным ожиданиям. И я сейчас подумала о том, что на самом деле мы снова не то что выходим по кругу, но есть определенные процессы, которые просто обретают новую технологическую форму. Юнг описывал, когда не было социальных сетей, вот эту персону, которая должна соответствовать социальным нормам. Это часть психики, это не есть вы. И момент взросления как раз это когда вы способны понять, что вот это вот моя персона, а вот это моя самость, и вот это есть я. И это не обязательно две одинаковые субличности человеческие. А мне интересно, когда вы писали свою книгу, как вы хотели повлиять на людей, которые ее прочитают? У меня не было задачи повлиять на кого-то, потому что я не занимаюсь политикой, и я не инфлюенсер, который, собственно, занимается тем, что влияет. Скорее, я хотела показать, что есть определенные формы существования в соцсетях, и люди могут их даже не замечать. Тем не менее, то, что они там видят, эти картинки, они могут реально уже не я, а эти картинки могут влиять на них очень сильно. И, собственно, я показываю, иллюстрирую на очень большом количестве материала и с помощью теории то, как это происходит. Это действительно такой новый мейнстрим, именно социально-сетевой, да, медийный, который настолько неощутим, что людьми не рефлексируется даже. Что они увидели где-то, вот, что нужно вот так вот себя фотографировать, например, селфи делать таким образом, в таких вот позах, да, или снимать кота вот так вот, снимать кофе именно сверху. Хотя это еще у Ролана Барта было в мифологиях про то, что еду надо всегда сверху снимают. На телевидении еще было. Не есть ее, а именно фотографировать или там на видео снимать сверху. Мне скорее было интересно подсветить и показать, что есть такие вещи, они существуют, и как они работают, как они устроены. И почему они устроены именно так, а не иначе. Катя, у вас есть социальные сети? У меня есть, да. У меня Facebook, Instagram и Telegram-канал. Как жить с социальными сетями, зная, что они на тебя влияют? Причем, мне кажется, это же невозможно как-то проконтролировать в моменте. Ты же там реально зависаешь, все равно это неизбежно. Понимаете, я отравлена знанием, как это все устроено, поэтому спокойно отношусь. Да, мне может польстить, что кто-то там лайкнул, что-то там отреагировал. Но по большей части у меня там 360 подписчиков. Я всех знаю людей, кто там меня лайкает или что-то пишет мне постоянно. Знакомы с некоторыми лет 8, с кем-то 5, там, 3 года. И то же самое телеграм-канал. То есть у меня там, я пишу о том, что мне интересно. То, что там соответствует моей сфере исследований. Залипать, понимаете, это как с любой привычкой. Потихоньку, понемногу, когда у тебя есть что-то более интересное, поглощающее твое внимание, залипать перестаешь. Это правда. Мне интересно люди, понимаете, вот мне вчера друг мой, которому мы 14 лет знакомы, весь вечер записывал видео круглые в Телеграме. И я согласна с исследовательницей Полиной Калазариди, что социальное в социальных сетях переместилась в мессенджеры. Достаточно давно причем. В Инстаграме, в Твиттере там перформативный момент. А социальный, он в мессенджерах сидит. Я со всеми общаюсь в Телеграме только. Последние года 1,5, наверное. Может быть, даже больше. Со времен ковида, когда мы еще там созванивались, и все там общались. То есть мы вернули все-таки социальное в какую-то форму сети, только другую, не ту, которую нам предлагали. Да, в мессенджеры, да. И еще именно поэтому Telegram действительно самое важное. Мессенджер, потому что там все. В России, в Америке, там Reddit. Это очень тоже специфическая культура. Нам она чужда. У нас были какие-то свои там попытки сделать что-то подобное, но не вышло. У нас вот Телеграм, действительно. Так что да, хотя бы таким образом вернулись к
к непосредственному общению. И очень много моих друзей, таких именно, кто уже тоже отравлен знанием о вот этой репрезентации, перформативности в соцсетях, говорит, а зачем мне кривляться, там что-то изображать в инсте, там у меня там 150 подписчиков, я вон человеку уж распишу видос в Телеграме, и все, как бы он сразу прочитает. Я вижу, что сообщение прочитано, что оно получено. Мне что-то пишут в ответ. То есть еще вот этот момент очень сильно по многим ударил, почему все в мессенджеры перешли. Потому что вы можете что-то запостить, особенно для художников это болезненно было. Я разговаривала, у меня есть несколько людей, кто занимается искусством, кто может это выложить в сторис, и никакой реакции нет вообще. Люди посмотрели, там, может, причем это и 3000 фолловеров, и 15, и 20. И вот я вижу, что люди листают и ничего не пишут, не реагируют. И для человека это может быть очень обидно и как-то болезненно воспринимать. А если ты же кому-то пишешь напрямую, скорее всего, тебе ответят. Катя, а есть какое-то светлое будущее у социальных сетей и в них? Ну, я не готова браться за такие прогнозы, честно говоря. Не прогноз, скорее твое какое-то видение, фантазия, мечта, может быть, о том вообще, куда это нас может завести. Куда-нибудь в хорошее место желательно. Ну, опять же, смотря для кого, что хорошее место. Вот для этой девушки из Ирана, которая сделала себе лицо Ким Кардашьян, для нее, очевидно, будущее хорошее. Это не то, что для человека. Она уже в хорошем месте. Да, она уже в хорошем месте, для нее все хорошо, да. Для человека, который фотографирует своего кота, и у него миллионы подписчиков, как вот у Хосика, московского кота, или там Смудж, вот этот кот, который за столом сидел, в которого женщины тыкали пальцем. У него и так все хорошо уже. Он живет в вечном настоящем. Вообще в соцсетях нет никакого будущего. В них есть повторение одного и того же. Это философская какая-то тема. Что нет, будущего нет. Есть только настоящее, которое просто как в зените так стоит, и все. И все боятся, потому что будущее вызывает страх. Гройс, кажется, это еще говорил, что будущее пугает. Зачем вообще заниматься будущим, если в нем только ужас какой-то, какие-то катастрофы, кошмары какие-то. Зачем об этом думать? Надо думать, жить сегодняшним днем. Блин, это же мы наделяем будущее то катастрофами. Типа, если мы будем, может быть, о нем мечтать и формулировать его не в категориях катастроф, трагедий, войн и прочего, то однажды оно, может быть, все-таки встретится с нами добрым, счастливым. Понятия не имею. Скорее нет, чем да. Либо нужно придумать интернет. Но опять же, как это можно сделать сейчас? Может, кто-то придумает. Посмотрим. Самое интересно. Да, хочется какая-то позитивчика добавить. Я действительно, видимо, у меня такое открытие произошло, и я сижу придавленная идеей того, зачем вообще я веду Инстаграм. Я сижу и думаю о том, что вообще, а что будет, если я его удалю? Насколько радикально поменяется моя жизнь? Но мне хочется из позитивного, из того, что я могу добавить, что все-таки, наверное, каждый человек имеет право выбора. Несмотря на то, что да, оно на нас влияет, оно влияет на наше сознание, оно формирует определенные образы. Я прекрасно помню свою статистику, когда я читала Стейнбека «К востоку от Эдема», и я не заходила в социальные сети, потому что мне прекрасно было интересно читать книгу. Это вопрос о том, есть ли в вашей жизни что-то, что занимает вас больше, чем Инстаграм. Ну, или Телеграм, или любые другие социальные сети. Поэтому из позитивного я думаю, что да, что мы можем выбирать, и классно просто делать это более осознанно, понимать, что если я сижу в социальных сетях, наверное, возможно, что-то сейчас надо как-то генерить себе что-то поинтереснее для того, чтобы самость все-таки просыпалась, а не была сформирована штампами, которые кто-то зачем-то придумал в 1000 километрах от нас. Мечтатель вошел в чат. Катя, спасибо большое за встречу. Супер интересно, супер информативно. Заставляет задуматься. Я надеюсь, что я прочитаю книгу для того, чтобы закрепить эффект нашей сегодняшней встречи. Спасибо большое, Катя. Спасибо вам.